У меня с фотографией такие отношения лично, что я, в принципе, готова взять камеру в любой момент. Вот, но у меня не поменялась моя сфера деятельности, то есть я не сменила нишу фотографии, в которой мне нравится и в которой я работала до войны. У меня такого не было. То есть я не стала заниматься, например, военной фотографией, я вот не перешла в это. У меня она осталась такой же, какой была и до этого. И в первый раз я взяла камеру, когда уже нашла себе здесь клиентку. Она написала, что она ищет себе фотографа для того, чтобы снять здесь актерское портфолио. Она тоже была украинка, она актриса, и вот тут она решила как-то попробовать возобновить свою профессию. Она знала итальянский немного лучше, чем я. Я подумала, ну классно, я могу ей помочь. Вот, мы с ней отлично посотрудничали, вот, было все очень классно. Также потом как-то раз я случайно встретила одну семью из Мариуполя, у которых разрушился дом, им было некуда возвращаться. Вот, они просто спрашивали дорогу, но мы обменялись контактами, я потом пришла домой и подумала, что, я могу сделать так, чтобы у них от этого всего остались хоть какие-то приятные воспоминания, чтобы хоть какая-то капелька была чего-то хорошего, чтобы хотя бы один день они провели в улыбке и как в семейной атмосфере, просто в прогулке, еще и с фотографиями, в Милане все-таки туристическое место. Я предложила им фотосессию, естественно, бесплатно. Мы встретились, провели день, и, честно, я была как будто бы со своей семьей. Хотя моя семья, мама у меня в Турции, остальные родственники, папа у меня в Киеве, остальные родственники все в Одессе. Но вот я когда гуляла с ними, казалось бы, мы никогда друг друга не знали и не видели, но из-за того, что мы все были в этой истории, да, у меня, конечно, дом еще целый, слава богу, у них уже нет. Но несмотря на все эти различия, ощущалось, что я погуляла со своими родственниками просто. Мы о чем-то что-то разговаривали, что-то обсуждали как-то, я их фоткала, они там как-то спорили между собой, как будто какие-то старые друзья, хотя людей я знаю второй день в жизни. И это тоже одна из историй, как в каком-то моменте война так объединяет людей, что у тебя эти твои маски, какие-то рамки, они просто слетают. Вы все родные, потому что вас всех объединяет одно событие, одна страна, одна и та же воля к жизни, которой до этого, возможно, у многих и не было. После 24 февраля я поняла, что эту профессию будет очень проблематично продолжать в Украине, по понятным причинам. Притом, несмотря на то, что я понимала и видела, что даже несмотря на войну, наши люди умудрялись продолжать работать в некоторых профессиях, но было понятно, что никто явно не будет, по крайней мере в феврале точно, заказывать фотосессии. При том, что я сейчас нахожусь не в Украине, я нахожусь в Италии, в Милане. И я знаю, что некоторые фотографы уже продолжили работать в Украине, люди пробуют потихоньку возвращаться к жизни, как-то даже студии начали многие очень работать, которые закрывались, понятное дело. Некоторые, может быть, даже отстроились уже. Но я поняла, что это будет проблематично, и это не может продолжать быть в Украине моим способом заработка, поэтому, конечно, это там ушло на нет. Но это даже стало, скорее не на нет, это перестало быть вопросом, потому что главным вопросом была безопасность и думать, что тебе делать, ехать куда-то, не ехать, оставаться, не оставаться, выходить из дома или не выходить, бежать тебе в подвал или не бежать. Я пробовала, пыталась, думала, может быть, сделать какой-то проект в поддержку украинок здесь, да, там какое-то что-то более, так, например, с украинскими флагами, может найти какого-то мейкап-артиста, чтобы что-то сделать в поддержку Украины, но оно у меня не пошло. Но я прекрасно знаю, что фотография это, может быть, даже его можно назвать таким же самым медиа-инструментом. Потому что мы все прекрасно знаем знаменитых фотографов, которые из своей сферы перешли в сферу военной фотографии, фотографировали просто правду, которая происходила и до сих пор происходит во многих городах Украины, которые полностью разрушены, и которые фотографировали не те приятные моменты, которые они привыкли фотографировать до этого, они фотографировали правду. Естественно, эта правда разлеталась по всему интернету, и это... Я не могу назвать это политикой, это просто правда. Но чтобы делать такое, это тоже нужно иметь очень большую волю, потому что у меня, например, на этого не хватило, я бы так не смогла. Я пока что сотрудничала только с людьми тет-а-тет, причем это были именно наши украинцы.
И я пока только начинаю искать работу как украинский фотограф-профессионал здесь, в итальянских компаниях. Я пока что не знаю, как они реагируют, но когда я общалась с самими итальянцами, потому что у меня был опыт сотрудничества с ними, они были как бы посредниками между, например, мной и студией, там, мной и каким-то проектом, и в моем опыте они реагировали очень хорошо, потому что они были готовы дать мне все. Один итальянец, например, предоставил нам студию для съемки бесплатно. Это была его личная студия, в которой он работал. Мы рассчитывали, что нужно будет платить за аренду, как обычно. Он говорит, нет, просто приходите, если вам надо, работайте. Главное, чтобы у вас получилось, и чтобы вы смогли нормально работать в нормальных условиях. Которые найти здесь, конечно же, было тяжело, потому что в Одессе я знала все студии, я могла в любой момент выбрать нишу, которая мне нужна, студию, там, расположение, технику, а здесь этого всего нету, и тут другие условия. И он нам этим самым очень облегчил. Также был другой человек, который узнал, что я украинка, которая сюда приехала и у которой есть хорошие навыки. Он был готов со мной посотрудничать, он пригласил меня на съемку, где я была его ассистентом. Тоже очень интересный опыт был, за что ему большое спасибо. То есть как бы у меня был опыт, где тебя принимали с распростертыми руками и были готовы помочь тебе, но только если ты готов что-то делать. Fin de semana con los panas, se organiza la partenza esta mañana, tomemos un avión, andiamo a Punta Cana, per rilassarci un po' in Dominicana. Я в Италии уже какой, 4-й месяц, получается, я здесь нахожусь. И только сейчас у меня появились силы, чтобы думать над тем, чтобы искать прям вот именно какую-то более-менее официальную работу на какую-то компанию, как фотограф или как ретушер. До этого я просто искала какие-то заказы, вот один заказ сделала, все, там пошла, например, купила себе одежду летнюю, которой у меня до этого не было. Там другой заказ сделала, пошла купила себе обувь, которой до этого не было. Вот, сделала заказ, пошла купила себе еду, ну как бы такое. И когда вот у меня уже есть все для как бы нормальной жизни, все для существования человеческого, мне не нужно думать про какие-то нужды, то я уже могу задуматься над тем, чтобы найти какую-то нормальную работу. У меня так. Вот, но вот я только сейчас начала заниматься поиском, я вижу, что вакансий здесь больше, даже чем в Украине. Ну, потому что Италия другая страна, здесь у людей другие нужды, у них другой доход, и им легче потратиться на какую-то фотосессию, чтобы, ну, просто себя побаловать. Ты должен, если ты какой-то профессионал, должен себе сделать такое портфолио, чтобы все просто упали, вот, потому что иначе на тебя просто не найдут. Если у тебя нет чего-то, что зацепит зрителя, вот в Украине так, то как бы, ну, ты смешаешься с 1000 таких же самых мелких фотографов, у которых 3 фотографии, хотя у тебя работы могут быть хорошие. Но если ты ничем не цепляешь, ты как бы не выживаешь. Здесь такого нету, в принципе, вот как я вижу. Они вообще, они как будто бы даже не заморачиваются, но в хорошем смысле. Вот просто есть профессионал, вот он так работает, он повыставлял свои фоточки там, и ты не видишь ни информацию о нем, ни кто он такой, ничем он... У нас надо, чтобы заинтересовать клиента, показать, кто ты, чем ты живешь, чем ты увлекаешься, что ты ешь, о чем ты думаешь, чтобы человек подумал, да, вот это мой человек, вот я к нему приду. Тут нет такого. Тут просто ты заходишь, смотришь на фотки, пишешь и, наверное, договариваешься. Вот здесь такого, я вот ни разу не запускала рекламу, вообще ни разу, я не делала никакое видео, я просто постила там, ну, работу в инсту, без каких-то вообще подогрева зрителей. Но каким-то образом, просто через общение одного из своих заказчиков, которому я ретуширую фотографии профессиональные, это большая компания по продукции для волос, я нашла его случайно, потому что женщина, у которой я спрашивала, как мне сделать документы в Квастуре, она пригласила меня моделью на покраску волос. Я туда пришла, этот стилист, который у него огромный стаж в работе, он говорит, слушай, я рассказала, ну просто вот, надо же про себя как-то говорить всем, что вот я есть такая тут фотограф. Я рассказала про себя без всякого, даже без задней мысли. Он говорит, слушай, у меня есть фотки с 2020 года, которые мне нужно обработать для моего вот следующего выпуска продукции. Можешь? Я говорю, могу. И все. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco. Но я замечаю такую тенденцию, что сейчас все поголовно переходят на украинский язык, и в том числе у нас же сейчас идет требование, чтобы любая работа, там сайт, да, или профессиональный аккаунт велся на украинском языке, что в принципе понятно и нормально. И поэтому даже в этих всех чатах, в которых я присутствовала, не часто, но я замечала, что если идет сообщение от какого-то, например, профессионала в какой-то сфере на русском языке,
ну, его, может быть, даже игнорируют зачастую. Вот как-то, и даже вот прослеживается настроение как-то эмпатично. Вот ты читаешь все вот эти там, я там визажистка, я фотографка, я там дизайнерка, и вот они воспринимаются. Когда кто-то пишет на русском, вот почему-то оно воспринимается как-то более агрессивно. Ты видишь, что на него даже никто не реагирует. А кому-то даже прислали в ответ какие-то претензии, мол, почему вы пишете не на державной мове. Ну вот тут, и как бы ты переходишь на украинский язык, потому что ты понимаешь, что так ты хотя бы не столкнешься с хейтом, и так тебе хотя бы кто-то ответит, и ты сможешь хотя бы с кем-то поговорить, чтобы вот просто уникнути вот этих вот речевых столкновений. При том, что да, я написала о том, что я фотограф на украинском, и девочка мне написала, что она ищет фотографа на украинском, и мы с ней переписывались где-то на протяжении недели-двух, только на украинском языке. И когда мы, ну, мне говорить на украинском не проблема, я его знаю. Но так как я всю жизнь говорила на русском, я одесситка, я на нем думаю, у меня на нем льется речь и мысль, я понимаю его вот душевно, вот так у меня сложилось. Я в жизни говорю на нем. Думаю, что классно делать что-то, поддерживать, там, даже волонтерить, вот, переходить на украинский язык, когда вот ты чувствуешь, что это тебе сердцем хочется, что ты это делаешь, и у тебя прям поет душа. Вот это знак того, что ты делаешь что-то правильное. Если ты что-то делаешь, и получается очень сложно, это, конечно, спорный вопрос, но я рассказываю свой опыт. И когда мы с ней встретились, мы просто вот так друг друга видим в первый раз, и понимаю, что мы говорим обе на русском. Even if you are not ready for the day, it cannot always be night. Sir, flex I do work 6 of like Mike. He's out of sight. Вернуться, чтобы показать всем, чего я... Нет, у меня такого нет. Я никому ничего не доказываю, я работаю просто для себя, потому что фотография мне нравится, поэтому у меня не изменилась сфера деятельности, ниша фотографии после начала войны, потому что, конечно, я делаю разного рода работы и заказы, и не всегда они прям те, которые мне супер хочется делать, но это нормально, у нас так всегда в работе происходит. Но основная моя ниша, которая меня вот прям зажигает изнутри, это когда чаще всего это женщины. Я работаю в основном только с женщинами, не по своему выбору, просто так получается. Это когда у женщины, например, есть какая-то психологическая, грубо говоря, проблема, вот она, например, не любит себя, вот она, вот у нее какие-то там, она устала от отношений с ее мужем, который там, например, ее не любит, допустим. Вот как у нас обычно, к сожалению, да, у обычных семей в Украине происходит, что живет женщина, она ухаживает за детьми постоянно, или работает на работе, приходит домой, моет посуду, муж ее не любит, не целует, она не, вот она просто не знает уже, кто она. И вот иногда... Потому что так было лично у меня, что фотография, я как-то пришла на фотосессию к своей подруге, и вот я потом эти фотки пересматривала, и я видела себя настоящую, мне было с чем сравнивать отражение в зеркале и то, какой я могу быть на самом деле, где я себе нравлюсь, где я цвету, где я красивая, и мне потом было, что как бы из чего себя собирать. Вот для меня это был как пазл, который вот я вот такой вот могу быть, я тут красивая, я тут настоящая, я здесь цвету, я что, могу быть такой красивой? И вот это меня зажигает, мне нравится, вот подобрав определенную стилистику, да, композицию, студию, одежду, там даже макияж для девушки или женщины, какой-то такой пазл в ней закрыт. Например, там у меня была девочка, которая, она не стала мужиком, она просто много зарабатывала, и чаще всего ей попадались мужчины, которые хотели, чтобы она их обеспечивала. То есть она вот в ней, вот этот, наверное, мужчина, вот профессионал, который такой сильный, знает, что нужно делать, он в ней преобладал. Хотя внешне она выглядела как девочка. Я когда это услышала, я поняла. Я прям так обрадовалась, как будто мне подарили киндер в детстве. Я говорю, я знаю, что тебе нужно. Тебе нужна фотосессия в шелковом платье с красными губами, с накрученными волосами на каблуках ночью. И мы вышли в Милане тогда ночью на Навиги, на речку. Конечно, на нее оборачивались все. И она почувствовала, на следующий день мы еще фотографировались так же самому дому, и я запомнила просто ее чувства, ощущения после фотосессии, как она, наверное, этого даже не заметила, но я это увидела, потому что была разница. Она бегала по улицам, прыгала вот так вот бежит тонкая вот эта узенькая улица, я иду вот это со своей сумкой, уставшая после фотосессии, а она прыгает, говорит, Лена, как красиво! Сфоткай меня здесь, тут так классно, такая красивая, и улыбается. И вот она воздушная стала, она стала девочкой. Ну, ладно, не девочкой, девушкой.
но не женщины, которая зарабатывала бабки и вот постоянно вот работала. Она просто была легкая, она была самой собой. И вот для меня это было вот счастье, я поняла, что ну где-то что-то я сделала правильно, раз я помогла человеку так себя почувствовать. Вот. И вот для меня вот эта вот маленькая искра в моей работе, это когда я помогаю кому-то что-то в себе найти новое. Еще и с приходом войны, даже те, кто, ну в основном я работаю, конечно, с теми, кто уехал и пытаются как-то построить какую-то новую жизнь, понятное дело, у них все рушится, они не знают, куда им идти, что им делать, кто они вообще такие, чего им искать здесь. И мне хочется, чтобы вот эта одна какая-то фотосессия там на 2 часа, она дала им какую-то искру хотя бы на эти 2 часа, чтобы они почувствовали себя без вот этих вот проблем, которые их окружают, чтобы они просто почувствовали себя красивыми, может даже любимыми, вот такими, которые вот так вот, я же всегда поправляю одежду, там вот так волосы поправлю, там, ой, красиво, красиво, чтобы им поговорили комплименты, сделали красивые фотографии, которые они потом будут смотреть и хотя бы вспоминать, что они жили. Потому что фотография — это все-таки часть жизни, это вот такая вот частичка момента, которая запечатляется, и ты потом его как бы вот оставляешь с собой. Ты можешь потом на него посмотреть и вспомнить.